Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами обсудить пикантные новости и слухи про Чингука и Тэхёна. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Итак, что же произошло у нас интересного за неделю? Начнем с Тэхёна. Продолжается промо сольного альбома Тэхёна Layover, и следовательно именно он остается королем контента. К грядущему третьему клипу Тэхёна Blue вышло 2 тизера. Тэхён торопливо направляется к двери. Так хочется узнать, кто же осмелился Тэхёну дверь не открыть. А теперь еще и трубку не берет. Ви за рулем – это отдельный вид искусства. У меня все еще вопрос, что означает Blue – цвет или грусть? Но даже тизер пока не дал на это ответ. Так что будем ждать 13 сентября. 22 августа Тэхён отправился в Токио по личному расписанию. Арми. Тэхён, мы посмотрели тизер к Blue. Ви. Правда? При этом смущается. Одет он был в одежду бренда Celine. Тэхёну очень подходит этот нежный образ. Также Тэхён снялся в челлендже New Jeans под песню Hype Boy. Вот он, король танцев и плавных сексуальных движений. Легкий, воздушный, красивый и свободный. На мой взгляд, он танцует лучше девочек. Мы получили целых 2 интервью Тэхёна для модных журналов. И оба они, естественно, сопровождаются шикарными фотографиями. Ви дал интервью журналу «Арена», сентябрьский выпуск которого посвящен Тэхёну. В интервью, размещенном на сайте журнала, Тэхён говорит о своей работе с брендом Celine. Тэхён говорит, что быть Celine Boy – это обременительно, но весело. Работать с брендом ему очень нравится. Он также говорит, что носит Celine, когда бывает в хороших местах. Вторая часть непродолжительной беседы была посвящена более приземленным вещам. Например, Тэхён рассказал, что летом не любит ездить в жаркие места, а предпочитает находиться дома с включенным кондиционером. Из книг он любит фэнтези и комиксы. Второй журнал, который брал интервью у Тэхёна, в Корее. Довольно существенная часть разговора крутится вокруг внутреннего мира Ви. Например, Тэхён не считает себя амбициозным человеком, скорее склонным к умеренности. Своим слабым местом он называет свой темп, который иногда бывает излишне неторопливым. Тэхён. Иногда я испытываю терпение Арми. Возьмем, к примеру, долгое ожидание моего сольного альбома. Сначала я планировал выпустить альбом в декабре прошлого года, но в итоге все затянулось. Ви называет свою внутреннюю силу своей сильной стороной. Он также глубоко доверяет своим инстинктам, но в то же время старается прислушиваться к мнению других, находя баланс между этими двумя моментами. А еще Тэхён очень любит комплименты, они поднимают ему настроение. Вторая смысловая часть интервью – беседа о творчестве. По словам Тэхёна, в своем сольном альбоме Layover он объединил свои сильные стороны и свои увлечения, создав определенное настроение. И кстати, у Чингука и Тэхёна есть родинка в одном месте сбоку на талии. Это забавно.
А также наш любимый Тэхён стал лицом новой рекламной кампании Сеула. Сеул начинает новую волну продвижения себя, большого, модного и современного города. Этот фиолетовый цветок на зеленом фоне смотрится великолепно. Нежность Тэхёна и красота завораживает. 23 августа Тэхён прибыл в магазин Селин в Японии. Вот так нашего красавчика встречают армии. Инстаграм Херпир Базар Корея. Тэхён. Привет, Херпир Базар Корея. Я Селин Бой Ви. Сегодня я посетил бутик Селин. На этот раз из-за обновления я здесь на открытии. Пожалуйста, с нетерпением ждите этого. Тэхён. Знаете ли вы какие-нибудь рестораны в Токио? Если у вас есть предложения, пожалуйста, оставьте их в комментариях. Бедный голодный медвежонок. Его ноги длиннее, чем у Кендалл Дженнер. Кто-то из армии пошутил, что Тэхён выбирает подарок Чонгуку. После того, как Тэхён покинул мероприятие, он шел через толпу армии, и, садясь в машину, кто-то ухватился за его волосы. Он просил тишины и пространства, но взволнованные поклонники не сумели держать себя в руках. Это проявление неуважения к Тэхёну и абсолютного пренебрежения к его личному пространству. Это стыд. В Токио Тэхён посетил ресторан Вагу Мафия. Не знаю, чем он занят, но явно медвежонок хорошо проводит время. Видно, что Тэхён умеет радоваться жизни. Вскоре Тэхён вернулся домой. На Тэхёне одежда. Шапка Бини от Кельвин Кляйн, наушники от Босс, ожерелье, рубашка, палантин, джинсы, сумка и сапоги от Селин. И посмотрите на размеры сумки Тэхёна. Вот это он закупился. Возможно, и подарок Чонгуку привез. Кроме того, стало известно, что Тэхён примет участие в 3 телешоу. Тэхён появится на шоу Pixiit 2 сентября. Pixiit специализируется на видео, где звезды встречаются со своими фанатами. В конце марта Чимин во время своего промо тоже заглядывал на это шоу. Выпуск тогда получился очень забавный. Ждем с нетерпением шоу с Тэхёном. Второе шоу, где участвует Ви, Динго Стори. Это шоу, в котором знаменитость проводит целый день со своим поклонником. Концепция встречи с кумиром заключается в том, чтобы оказать свою поддержку и подбодрить фаната, который проходит тяжелые времена. В эфир шоу выйдет 31 августа. Также СМИ сообщают, что 10 сентября выйдет эпизод шоу Running Man, где снялся Тэхён. На днях Тэхён выходил в эфир. Очень нас порадовал, мы вместе слушали музыку и веселились. Тэхён смотрит видео, в котором есть Вигу. В ролике показаны фотографии Чонгука и Тэхёна в рамках. И как искренне он рад был это увидеть. Теперь поговорим про Чонгука. Чонгук на этой неделе был супер тихим и даже не отсвечивал в ТикТоке. Возможно, это из-за скандала о плагиате, развернувшемся вокруг трека Seven. Композитор Ян Джунин выступил с обвинением авторов Seven в заимствовании его песни Time to Mask. Но Dispatch выпустила собственный разбор обоих треков, где доказывалось и прямым текстом утверждалось, что обвинения Яна несостоятельны. Также стало известно, что Чонгук вместе со своими друзьями Ыну и Мингю уехали в родной Пусан. Ребята побывали в ресторане Fisherman в Пусане.
Историей визита поделился студент из Вьетнама, который подрабатывал в этом ресторане. Еще мы узнали, что троица заказывала текилу, и у них даже проверили удостоверение личности. Арми, между тем, вовсю готовится ко дню рождения ученого. 1 сентября Чонгуку исполнится 26 лет. Вчера Чонгук провел прямую трансляцию на стадион Хэнд. И судя по ответам, можно сделать вывод, что у Чонгука сейчас очень плотный график, и поэтому мы так редко стали его видеть. Еще одна причина, по которой я какое-то время не мог делать лайв, заключается в том, что при подготовке к следующему выступлению должны быть некоторые изменения. Это нужно сохранить в тайне, это внешность. Это нужно скрыть. Да, это может быть просто оправданием. Да, я могу делать лайв в шапке. Либо он покрасился, либо подстригся. Еще Чонгука попросили провести караоке-лайв с Тэхёном. Чонгук, а? Это Тэхён такое сказал? Я надеюсь, что когда-нибудь мы дождемся этого. На этом я заканчиваю данную тему. До встречи!